Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Натуральным ногтям свойственно скручиваться, расти неровно, загибаться, а нам, как мастерам маникюра, необходимо это исправлять. В видео пойдет речь именно об этом. Есть два способа решения: убрать ногти полностью, нарастить заново, или же выполнить коррекцию. В видео покажу и то, и другое. Разберем работу над ошибками другого мастера. Будет очень интересно. Подписывайтесь на канал. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Они очень сильно скручиваются, растут вниз. Будем это исправлять. Нам придется, к сожалению, пожертвовать натуральными ногтями и выпилить их изнутри. Работать будем твердым материалом. Нас ждет колоссальная работа. Приступим. С внутренней стороны вижу, что некоторые ноготки наращенные, очень объемный слой. Другие натуральные. Натуральные нам, конечно, придется выпилить для того, чтобы поднять клюнувший носик. Выполним снятие старого материала при помощи твердосплавной насадки зеленой насечкой. Убираем основной объем материала. На свободном крае можно его полностью не убирать, потому что нам он пригодится для поднятия клюнувшего кончика. Снятие произвожу на максимальных оборотах в положении forward. При снятии на указательном вижу сильную трещину, ее обязательно нужно убрать. Все отслойки выпиливаем аппаратом. На ногтях остатки предыдущего материала, это была молочная база или молочный гель, поэтому такой цвет ногтей. Возможно, некоторые из вас скажут, что проще все спилить и нарастить ногти заново, зачем мучиться их восстанавливать. Но поверьте, новичкам очень непросто поставлять формы для наращивания под такие ногти. Но так и быть, на одном ногте, на большом, я покажу, как это сделать. Уберем полностью длину, нарастим ноготь заново. При помощи книпсера убираем длину. Нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить гипонихий, кожу, продолжение ногтевого ложа. Оставшийся материал спиливаем пилкой. Приступаем к этапу маникюра. Апельсиновой палочкой отталкиваем кутикулу, раскрывая карман. На данном этапе можно не полностью выполнять маникюр, а лишь при поднятии кутикулы. Срез выполним после того, как зашлифуем поверхность. Для работы с кутикулой буду использовать алмазную насадку «Пламя», диаметр 0,23. Прорабатываю в положении forward левые стороны, в положении реверс прорабатываю правые. Пилкой матирую поверхность, убираю переход от натурального ногтя к искусственному материалу. Для этого использую 180 грит. Важно убрать все отслойки, для того, чтобы они не появились вновь. Во время пила понимаю, что нет никакого смысла беречь свободный край на указательном, потому что он полностью отслаивается. Поэтому истончаю покрытие и аккуратно его убираем. Полностью убираю свободный край. Если его оставить, то ноготь будет автоматически опускать форму, чего нам никак нельзя допустить. Форму на этом этапе я не придаю, чтобы не терять время, потому что нам придется достраивать архитектуру и потом все выпиливать. Выполню срез кутикулы при помощи ножничек. Заводим нижнее полотно под кутикулу и небольшими шагами срезаем. Если после среза остаются заусенцы, можно их зашлифовать при помощи алмазной насадки. Выбираю насадку шар с красной насечкой и ставлю небольшие обороты, приблизительно 5-7 тысяч оборотов в минуту. Обезжириваю ногтевую пластину, наношу праймер на отросшую часть натурального ногтя. Базу можно наносить не на всю ногтевую пластину, а только там, где отросший ноготь. На свободном крае так будет хорошая сцепка со следующим покрытием. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Для восстановления архитектуры будем использовать акригель, потому что он не будет растекаться, будет удобно с ним работать. Чтобы он лучше распределялся, использую специальную жидкость для разравнивания. Набираю средний шарик по размеру акригеля и ставим его на свободный край, там, где нам нужно приподнять клюнувший кончик. Прижимать материал вы можете как апельсиновой палочкой, смачиваю ее в этой жидкости, чтобы палочка не залипала, так и можно сразу кистью. Этот акригель я взяла по причине того, что он с крупной фракцией акриловой крошки, такой полупрозрачный и будет хорошо просыхать. Если бы я взяла акригель более плотный, возможно, такой слой бы не просох. Поэтому проверьте свой акригель на время полимеризации. Смотрим, чтобы от наивысшей точки до свободного края была прямая линия. Отправляем в лампу на просушку. На других ногтях действуем по тому же принципу. Выкладываем материал на свободный край, распределяем, просушиваем.
Если на поверхности видите пузырик, обязательно его прокалывайте, потому что он будет мешать вам при опиле. А пузырики обычно сглаживаю при помощи кисти. Немного вытягиваю длину, потому что кончик у моей модели сломан. Отправляем на просушку. Достаточно большой минус такого способа выравнивания ногтей – это перерасход материала. У нас его большое количество на свободном крае, а по итогу он будет выпиливаться изнутри. Для большого, конечно, требуется больше объем материала. Расстояние над натуральным ногтем я не заполняю для того, чтобы не перерасходовать материал. И такой объемный слой нужно дольше просушить. Это 1-2 минуты в зависимости от вашего акригеля. Указательным мы донарастим, потому что он сломался во время снятия. Сразу в форме вырезаю окошко под ноготок. Подставляю в скрученном состоянии, отмечаю точки вроста на форме. Делаем насечки и ушки для боковых валиков. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Форму зажимаю в остренькую иголочку, потому что мы моделируем острую форму ногтей. Акригелем буду формировать только свободный край. В зоне около кутикулы выстраивать архитектуру буду при помощи геля. Набираю шарик акригеля, распределяю его на две стороны, вправо, влево. Пузиком кисти, плоскостью ее вытягиваю материал на себя. Не хватило материала, можно всегда добавить. В этом большое преимущество акригеля. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Сравниваю по длине. Если все хорошо, отправляем в лампу на просушку. Снимаем формы и приступаем к опилу. Сначала опиливаем боковые стороны при виде сверху. Только потом уже заглядываем, что там внутри. Ставим пилку под ногтевую пластину, делаем ровную линию от точки вроста до свободного края. Мизинец у меня помимо этого растет в сторону, поэтому отворачиваем руку от себя, для того, чтобы посмотреть на симметричность. Скручивающими движениями оформляем поверхность, делаем ее ровной. Таким образом, постепенно, шаг за шагом мы придаем красивую форму ногтю. Иногда может при опиле произойти вот такая картина. Это говорит о том, что ноготь был перекрученный, и нам нужно достроить отсутствующую нижнюю параллель при помощи твердого материала. Закончили с опилом, обезжирю ногтевую пластину. Постараюсь выполнить выкладку в технике без опила. Промазываю тонко ногтевую пластину. У кутикулы буду достраивать гелем средней консистенции. Набираю чуть больше геля, ставлю каплю на наивысшую точку, распределяю кутикуле и по центральной части. Могу помочь себе тонкой кистью. Переворачиваю для формирования ровной архитектуры и создания блика. Отправляю в лампу на просушку. Прохожусь по поверхности бафом для того, чтобы была хорошая сцепка с покрытием. Переворачиваю руку и с внутренней стороны выпиливаю натуральный ноготь и образовавшиеся ступеньки. Необходимо убрать эти ступеньки, потому что они будут создавать излишний объем на свободном крае. От этого могут возникнуть отслойки в зоне кутикулы. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаем к покрытию цветом. Мы решили выполнить такой блестящий дерзкий дизайн с черным и втиркой. Перед покрытием отталкиваю кутикулу апельсиновой палочкой, чтобы не было затеков, все получилось аккуратно. Черный цвет наносим на все ногти, только на тех, где будет втирка, в один слой, на остальных в два.
Наносим второй слой цветного покрытия. Теперь все ногти перекрываем топом без липкого слоя. На мизинце большом у нас будет втирка. Небольшой лайфхак: для того, чтобы втирка хорошо легла зеркально, я сначала обезжириваю поверхность. Да, я знаю, топ у меня без липкого слоя, но когда мы с вами его обезжирим, втирка будет ложиться ровнее. Набираю своим пальчиком небольшое количество втирки и, начиная с кутикулы, наношу и втирающими движениями наполировываю поверхность. И втирка ложится безупречно, без проплешин, весь ноготь перекрыт, красивое сияние. Под кутикулой я обычно прорабатываю силиконовой кистью. Оставшуюся втирку убираю мягкой кистью. Перекрываем втирку тем же топом без липкого слоя. На среднем будет инкрустация. Его единственное, я не покрывала топом. Стразы буду ставить на ту же базу, которую наносила в начале. Ставлю каплю базы кистью по размеру камня. Для законченности композиции обрамляем стразы бульонками и креплю на эту же базу. Теперь расскажу, как нам покрыть топом. Важно не залить камни, не перекрыть их грани, а топ подводить в стык. Если вы попадете на бульонки, в этом нет ничего страшного, у них нет граней и им не нужно так сверкать, как камням. Там, где неудобно подводить кистью из флакона, используй тонкую кисть. Наш результат. Понравилось преображение? Ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях, как считаете, что лучше, коррекция или наращивание. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!